Вот, было мне очень хорошо. Ну, конечно, как всегда, перед вашими сеансами идет брань, брань. Понятно. Брань — это что? Это Ну, типа, как говорила великая Раневская, лучше матюкаться, но быть хорошим человеком, чем быть воспитанной сволочью? Или как это? нет, ну Брань. чувствуется вот эти сущности, они вот восстают, восстают. Ну, Мгм. смотрите, это сущности, это программы. То есть это все наше. Не надо тут ни на кого наговаривать. Все, Нет, что я знаю. наворотили, да, то и сейчас с этими работаем. Ничего чужого там нет. Вот, поэтому, Да, как говорится, хорошо, что так все устроено, что чужого ничего нет. То есть вообще-то обижаться не на кого. То есть это не какие-то бесы прилетели ниоткуда, непонятно откуда, и тут начинают все свое, все свое, все, что наворотили, сейчас просто решение поменялось. Раньше это принимали, сейчас от этого отказываемся. Вот. То есть нужно понимать, что это программа, и когда мы им даем волю, свободу, это тогда, когда мы или чувствуем, что мы бессильны, или тогда, когда мы думаем, что это кто-то виноват, кто-то придет, кто-то что-то нам сделал. Это мы все когда-то разрешили этому произойти. И это здорово, потому что если я хозяин в своем пространстве, когда-то разрешил, то значит сегодня я в любой момент могу от этого отказаться. Вот. А они кто? Они безмозглые программы. Вот, они только дают нам, как говорится, вот эту симптоматику. Мы чувствуем через тело, через наши чувства. Мы чувствуем что-то и начинаем двигаться. Это так какой такой ремешок воспитательный под одно место. Вот. Только две реакции могут быть по отношению к этим паразитам. В одном случае задабриваем их. Это неправильно, потому что их задабривать нечего. Ну и в другом случае это правильно избавляться от них. Чем мы и занимаемся тут. я даже поблагодарила сегодня мысленно вот этих сущностей за пройденные уроки. Так вот, вошла в контакт, чувствую светлая энергия рядом и чувствую вот эти еще темные есть. Вот так они прям смотрят на меня, типа, ну чё, давай, освобождайся. Я мысленно говорю, я благодарю вас за пройденный урок. Я вас благодарю, с меня достаточно. Пришло время прощаться с вами. Вот такой у меня был прям диалог такой сегодня. Вот. Я благодарю, я все поняла. С меня достаточно уже. Ну, вот прям вот чувствуется вот эта уже связь ментальная, прям с ними идет. Вот. Прям, ну, и всегда в последнее время обострено вот это все. Ну, Они же с вас ними сами вообще-то не слушают. надо общаться, потому что у них программа, то есть это программа, и они запрограммированы на ложь, на то, чтобы зацепить, обмануть. То есть они по-другому не могут. Поэтому есть принципы, с ними общаться нельзя вообще. То есть если кого вы должны поблагодарить за пройденные уроки? Ну, себя. Но не те программы, потому что их не за что благодарить. Это все равно, чтобы сказать: ой, сатана, дьявол, я тебя так благодарю за то, что ты там мне сделал то и то. Нужно понимать, что он никогда не остановится, потому что у них нет кнопки выключить. Вкл, как я говорю. То есть они никогда не пощадят, и они не оценят вашего благородства, что вы их там поблагодарили. Поэтому этого делать нельзя категорически. Это все идет в пропасть, на уничтожение, на утилизацию. Кто достоин благодарности, так это только вы, потому что это вы решили когда-то прийти, взаимодействовать, получить этот опыт, но не они. То есть это мышление катастрофизма, то есть его нужно тоже избавляться от него. Вот.
С ними не о Ясно. чем говорить, вообще не о чем. То есть, потому что это вы заслуживаете на похвалу, вы заслуживаете на все хорошее, но не они. Они не пришли с благородной целью вас тут испытывать, они пришли, чтобы уничтожить. Это нужно понимать. Это точно так же, как, знаете, очень легко понимать, начинаешь понимать, как это работает, когда понимать принципы взаимодействия и методы манипуляций вот с абьюзером. Вот как абьюзер заставляет человека ложью, манипуляциями подчиняться его воле. Для абьюзера человек – это не личность, это не набор каких-то характеристик. Он видит в человеке только ресурс, который нужно выдавить до последней капли. Они никогда не пожалеют. Абьюзер никогда не скажет: ой, хватит, вот ей или ему плохо. Нет, будет давить до конца. Поэтому нужно ощущать себя вот хозяином своей жизни, хозяином своих решений. Это я когда-то решила пойти на компромисс сама с собой. Это я когда-то пожертвовала своими интересами. Благодарю себя за то, что я обрела этот опыт. Потому что зачем разговаривать с сущностями? Сущности тоже разные бывают, нужно понимать. Сущности – это ожившие программы, как говорят на них там черти, да? Или есть демонические, живые сущности, то есть это сущности, которые, как и мы, только мы физические, а они духовные. Есть сущности, это как пришельцы, то есть другие формы жизни, с параллельных миров. То есть там это очень много всего. Вопрос, а с кем это вы разговариваете? А с кем вы вообще разговаривали? То есть, понимаете, да? То есть в контакт входить с ними нельзя, это запрещено. Это как раз и есть самый главный принцип, по которому определяется чистота. Самый главный принцип – ни с кем из духовных сущностей не разговаривать. Вот эти все эзотерики, которые общаются типа с какими-то цивилизациями, какими-то верховными богами, ангелами, архангелами и так далее, это все против кона Вселенной. Раньше, когда у людей было открыто сознание, и когда они своими прямо физическими глазами могли видеть, кто это, когда ангелы еще ходили на небо, то есть они имели доступ к божественным сферам, вот тогда это еще было общение. Но потом это уже все прекратилось, до библейского потопа, когда это он был, не знать, да, точной даты мы не знаем, но это было после потопа, все, это уже прекратилось. Вот тогда, когда этим демоническим цивилизациям было запрещено, то есть их отвергли, с ними перестали общаться. Вопрос, а почему это мы должны с ними общаться, если наш Творец, наш Отец, наша семья духовная их отвергли? Да? Если мы с ними общаемся, значит, мы с ними на одной ноге. Поэтому будьте осторожны в этом плане. Вот. Благодарите только себя. Вот. Не отдавайте свою славу никому, потому что это вы заслуживаете на все самое лучшее. И на похвалу действительно это так. Это не набор красивых слов. Это действительно так и есть. Вот. Хорошо. Тогда аспекты зачитать, да? Давайте.
Значит, после последнего сеанса мне стало намного лучше. Я ощутила прилив энергии, очищение, как будто небо раскрылось надо мной, и я соединяюсь с потоками Первотворца. Это были волшебное состояние. Я хочу вам выразить огромную благодарность за вашу работу. И нам всем, я не знаю, как у других вот ваших пациентов, так скажем. Ну, я думаю, что нам надо всем учиться контролировать свои мыслеформы, свои эмоции, чтобы удержаться на их высоких вибрациях. В частности, практиковать медитации в сочетании с дыханием, в корне пересматривать свою жизнь, уходить от ненужного общения, от ненужных ценностей, переключаться с материального на духовные аспекты. Но как я ни старалась, все же вскоре интерференты создали ситуацию, в которой я не удержалась и разгневалась. Там мальчишки били стекла, я взяла, накричала на них. Сразу чернота влилась в меня, прям почувствовала. И опять появились эти подключки, активизировались. В снах опять начали скачивать, проявляться сущности, которые нападают на меня, возобновилось насилие и скачивание сексуальной энергии, но уже в меньшей степени, чем раньше. И также возобновились снова бессонницы. Цель моего сеанса — расторгнуть все контракты с антимиром, Люцифером, паразитической матрицей, восстановить окончательно свою суверенность, изначальную божественную светимость согласно законам Творца, избавиться от всех интерферентов, подключек, имплантов, чипов, запрещаю интерферентам в дальнейшем что-либо устанавливать мне в эфирном пространстве и проникать в мою энергосферу. Хочу проверить, не вернулись ли те подключки и интерференты, которые были убраны в предыдущие 3 сеанса. Окончательно ли расторгнуты были контракты с интерферентами. На предыдущих сеансах были рассмотрены вызывание духов, чтение эзотерической литературы, сеансы у Елены Гилеа. Были убраны из моей энергосферы Кракен с духом Суккуба, демон Мастурб. Были расторгнуты контракты с Люцифером и его помощниками, которые связаны с насилием, порабощением, скачиванием сексуальной энергии. Прошу убрать имплант в виде гофрированной трубы, который подключен к моему позвоночнику. Через него интерференты из антимира вливают в мою энергосферу мутную жижу, которая представляет собой низкочастотные эмоции, негативные мыслеформы и прочее. Я сама чувствую этот имплант, и его видела моя подруга, ясновидящая Наталья. Хочу расторгнуть контракты с сущностями, которые его установили мне. Запрещаю устанавливать импланты, чипы, подключки. Прошу убрать рептильную сущность, которая подключена к позвоночнику в районе копчика. Эта подключка, скорее всего, вместе с другими имплантами создает пробоину в моей энергосфере в районе матки. Сквозная идет пробоина через копчик и матку. В этом районе у меня скопилось очень много темной энергии, которая обуславливает ряд болезней. В частности, не могу вылечить кандидоз, смешанный с другими инфекциями. Эту пробоину я ощущаю сама, а также подтвердила моя подруга Наталья. В течение этого воплощения у меня были события, которые повлекли за собой много негативных эмоций, которые в виде негативных энергий осели в моих органах тела, в частности, увеличенная щитовидная железа, опухоль в левой груди. Я хочу отменить в эфирном пространстве личностные отношения с Денисом. Я его прощаю, прошу его прощения. В наших отношениях было много истерик, негатива, приступов злости. В итоге был очень болезненный разрыв, причинивший много страданий нам обоим. Хочу отменить отношения с Константином. Мы причинили друг другу много боли, были проклятия, ненависть, боль, безысходность, взаимное нравственное издевательство. В итоге мы породили из наших энергий низкочастотную сущность. Хочу убрать ее из своего энергопространства. Хочу отменить в эфирном пространстве все случаи проявления гнева и злости с моей стороны, а также проявления насмешливости, потрунивания, унижения, предательства, злословия, подлости, гордыни, тщеславия, нечестности. Прошу прощения у всех тех, кому причинила боль и страдания. Всю темную энергию, связанную с негативными эмоциями, убираю из всех своих тел, энергетических структур. Хочу узнать свое духовное имя и получить послание от своего высшего Я, если это возможно. Прошу посмотреть, в каком пространстве умершие отец Станислав, бабушка Матрёна. Прошу передать им информацию всем моим умершим родственникам об освобождении, помочь перейти им в светлое пространство. И вот этот аспект я добавила, и вот там нету в тех маленький такой аспект. Прошу моему котику Пушку вернуться домой. Выбежал из дома месяц назад. Я его нашла, знаю, где он, но не могу вернуть его домой. Он в стрессе, убегает от меня. Вот такая мне горе такое. Мой ребенок убежал из дома. Ну все, такие вот аспекты. Угу. А это ваша подружка? Наталья. Она
смотрела уже после сеансов? Да, да, да. Она говорила, она видит, она говорит: "Юля, тебе намного лучше после сеансов". Говорит: "Ну, еще очень много там у тебя, говорит, это в районе матки очень много темной энергии еще скоплено, еще надо чистить". Говорит: "И правда, эта рептильная сущность, она увидела в районе копчика, такая, говорит, очень сильная, говорит, я не могу". Она мне тоже потихонечку помогает, вот отключает вот эти все штуки, но она ж не может так вот, чтобы окончательно. Она своей энергией просто отсекает вот так вот. И вот это вот, и у меня между лопатками постоянно чувствую имплант. Вот у меня чешется, прям зудит там. Вот смотрите, у вас какую роль она для вас играет? Мы Она сейчас моя будем подруга. смотреть. Хорошо. То есть это очень тонкая работа, работа над собой, освобождение. Очень тонкая работа, и очень много здесь зависит от вашей воли и от вашей веры. Потому что если вы верите, что все в ваших руках, вы не будете задавать вопрос, а произошло ли. То есть вот эти сомнения, почему сомнения, они возвращают, то есть они возвращают то, что было. Они дают право этим сущностям, этим программам снова войти в ваше пространство. Вы же расторгли контракт. Это же не я вам расторгала. Это все зависит от вас. То есть насколько вы стоите на своем. Есть такой принцип, знаете, прыгать с левой ноги на правую. То есть или поступать правильно, или снова ворожить, колдовать. Никак человек не определится. И вот это как коромысло, вот этот Черномор, вот этот дух Черномора. Почему он стоит вот так, коромысло, ноги вот так, ментально считывается? Потому что он никак не определится. То есть он типа и светлый, типа и правильно что-то делать, но все по магическому, по эзотерическому пути. Понимаете? То есть, вот это исцеление извне, ну, оно так не работает. То есть энергия, если она к вам куда-то зашла когда-то, это вы сделали какое-то решение, понимаете, это вы решили когда-то. А откуда берутся? Ну, например, есть внешний агрессор. Мы не будем говорить, что его не существует. Он есть. Есть внешний агрессор, и он проявляет агрессию. То есть вы в этом, если у вас есть вот эта энергия низковибрационная, она начинает взаимодействовать с агрессором. Она начинает с агрессором, то есть вести себя так, как он. То есть агрессией отвечать на агрессию. Вот откуда у вас вот эти взрывы какой-то злости. Вот откуда берутся вот эти ситуации. Ну, в вашей реальности не должно быть ничего такого, чтобы вас снова побуждать на такие взрывы эмоций негативных, да? Значит, у вас где-то что-то есть. Это вы когда-то подчинились агрессору, то есть согласились. И вместо того, чтобы найти вот этот момент, да, это я когда-то согласилась, и вы сами можете от этого избавиться. Вы можете избавиться тогда, когда вы, например, чувствуете, что подходит какая-то агрессия, но вы поступаете по-другому, то есть не срываетесь, образно говоря. Тогда вы как бы на ступеньку выше становитесь, и для вас эта сфера начинает раскрываться. Вы начинаете понимать и вспоминать, в каких еще ситуациях вы себя так вели, в каких еще вы начинаете работать над собой. И следующее испытание вы проходите. Как следующая какая-то ситуация на работе или еще где-то, и вы проявляете уже божественные черты, а не ведете себя так, как агрессор. Я Понимаете, да? стараюсь. Ну да, Да, это я образно всё говоря. понимаю. И тут приходит кто-то извне приходит и своей энергией это все отсекает. То есть если она видящая, то она должна увидеть, а куда же эта энергия, если она отсекла? Ну что она отсекла? Место свято пустым, как это? Свято место Святое пустым не место. бывает. Да. Да? Если что-то уходит, что-то приходит. Вопрос, а что она там наделала? Если что-то ушло, а вы не нашли, где ваша энергия,
что вообще произошло. То есть и она вообще-то получает карму за такие воздействия. То есть это против кона Вселенной. Никто никому ничего не может сделать. Я еще молодая девчонка была, и мне доктор объяснял, доктор, профессор, и он говорил, ни один доктор не вылечил ни одного пациента. Пациент излечивается только тогда, когда он это начинает хотеть, когда он начинает понимать, почему он заболел, искать эти причины и самостоятельно их устранять. А когда вы разрешаете другим людям считывать себя, смотрите, у вас прошел сеанс, вы согласились с тем, что вы все расторгли, у вас было хорошее настроение, вы на высоте были, и нужно было дальше быть уверенным в том, что все произошло. Тут приходит какой-то человек, и какие-то сомнения у вас начинает поселять. Понимаете? То есть вы себя ставите на ступеньку снова ниже. Какая-то Наташа, кто-то позволяет вам, то есть сомневаться. Вот это опасно, потому что мы всегда говорим, когда происходит расторжение контрактов, то расторгаются они не прямо на сеансе. Они там, контракт расторгся, то есть человек решил, но физическое тело догоняет намного позже, потому что это много систем. Никто не пришел, вам ничего не тыкнул, ваши органы. Это вы сами когда-то делали неправильные поступки, то есть неправильные решения. Вы неправильно реагировали, вы поддавались программам, вы сами нападали на кого-то, вы сами занимались магией, сами вызывали духов. То есть это вы сами все делали, значит, вы сами и должны это все от этого избавиться. Только вы сами. Вот. А если кто-то приходит извне и что-то начинает делать, я 2 раза пробовала помочь, то есть это было интуитивно, в моей практике, и 2 раза получила карму моментальную. Когда с Еленой работала, руку ей протянула, когда она была уже отвергнута. У меня моментально рука почернела, только потому, что я хотела ей помочь выйти из этой пропасти, где она там находилась. Клиентку я вытащила, все получилось. Ее руку протягивая, у меня рука почернела. Я спрашиваю, почему? И говорят, все, ты не имеешь права ей помогать. Потому что, почему? Потому что она добровольно решила подписать этот контракт с этими демонами. Она пошла в эзотерику. Другой раз тоже, я не помню кому, там руку протянула, смотрю, вот, все отменили быстренько с Женей. Вот. То есть такими практиками заниматься нельзя. И поэтому всякие вот эти гадалки, ведьмы, эзотерички, они все сильно болеют. И когда у них рождаются дети какие-то неполноценные, эти целительницы, всегда. Почему? Потому что карму никто не отменял. Этот человек сам пригласил это все в свою жизнь, и только сам должен это все решить. Он должен вспомнить. Понятно. Вот это понятно? То есть вы должны верить себе. Не Наташе, не кому-то, а верить себе. Что такое импланты? Ну, это, конечно же, наше физическое тело, оно помнит все, происходят какие-то искажения, и, конечно же, что это, ну, образно говоря, какие-то программы. Это программы, которые не соответствуют вибрациям чистых энергий священной Вселенной. Они отличаются, поэтому они чувствуются. Если бы мы могли все сделать вместо Творца, ну, мы можем то, что мы можем, но не все мы можем.
Нам еще предстоит очень важный шаг пройти, вот, который без первоисточника мы пройти никто не сможет. То есть это его одобрение должно быть. То есть не все, но то, что мы должны сделать, да. Ну что, будем смотреть? Вы Да. готовы? Да. Хорошо, Юля. Тогда отключаю микрофончик. Да, должны вы запомнить, это понять, прочувствовать, что кроме вас никто вашу работу не выполнит. Угу. Хорошо. Угу. Так, а ну проверка связи. Проверка связи. Виктория, я тебя хорошо слышу. Как Да, я меня тебя слышишь? тоже хорошо слышу. Угу. Хорошо. Виктория посчитает 3 до 1, и ты выйдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь, Виктория? Я вижу программы, фигура, но фигура как... И она оборачивается вот так как-то против часовой стрелки, а в секторе магии кто-то с такими вожжами. И потом протягивается вот так к сектору жертва, такая полоса, и эта фигура центральная, вдруг голова почернела, и вот так она оборачивается, вот так, чтобы увидеть свой хвост так идет. И вижу, как происходит подключка. Как будто бы кто-то приделывает из сектора духов, прямо под ногами, там, где сектор духов. Угу. И идет подключка, вот так, как будто бы кто-то закручивает гайки, и происходит подключка с сектором интерферентов. Угу. Хорошо, Виктория, отсоединись от этих ситуаций. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Юлии. Юлия, 1, 2, 3. Ну, я вижу, что она вот так идет. Угу. И вот так перекручена у нее энергосфера, вот так по 3-й чакре, вот так вот перекручена. Ноги сюда идут, а голова вот так смотрит вниз. Вот так. Вот так как-то перекручена по 3-й чакре. И смотрит она вот как бы себе, ну, на спину, как на хвост. Прямо такие из глаз идут подключки, и они вот так, такая энергия, как будто бы пробивать. Но не зря говорят пробивать дно. Вот так идут, как будто бы такой этот в сектор духов, там, где дух. Угу. Хорошо, Так. Виктория. Давай тогда отодвините ситуации. Считай эфирная ДНК Юлии.
Еще вижу, что вот здесь, на этом уровне, она вот так пишет, такая черная книжечка, маленькая, как блокнотик. И она что-то пишет. Так, отодвигаю. Отодвигай эти ситуации. Считай эфирная ДНК. Юлия или это? Ну, я чувствую ее энергию, что это она, но она вот так крутится против часовой стрелки. Ее лицо постоянно мелькает. Короче, у нее открыт портал. Прямо как бы по позвоночнику вот так портал открыт. И заставляет ее вот так крутиться. И от этих энергий внутри этого портала идет такое нет, нет. И очень много чужих черных энергий. Не ее, чужих именно. Вот со стороны магии, со стороны вот духов. Прямо черное такое. И такая, как белая, прозрачная, ну, как лед. Подключка, сектор интерферентов. Я ей говорю стоп. Она остановилась, и я вижу, что ее энергосфера вот так распластана, вот так, плоская. Она как будто бы вот так летела очень на большой скорости, и, как знаешь, как шмякнулась. Я вижу, это ее считывает. Вот такая вот эта шмяка. Она выглядит как будто лед потресканный. И ее там фигура, и подключка вот так пальцем тыкает в сектор магии. Так, сейчас я ее считаю, ее эфирная ДНК. А эту Наташу я вот так отодвигаю. И ну, разговор идет с этими, что идет переброс кармы. В ней считываются энергии. Я вот смотрю, а это Наташа. То есть идет переброс кармы. Передай Наташе, что она нарушает законы Вселенной. Передай ей алгоритм освобождения. Если она хочет, пусть уберет воздействие ее. Она, вот я вижу, как на этой, ну, скажем, будем называть это зеркало, да? Как двойник энергетический, и внутри такая черная фигура, вот так, как будто бы из бумажки черной вырезана. Когда я смотрю на эту, то там считывается Наташа, то есть это идет переброс кармы, смешение энергий. Понятно. Так, я это отодвигаю, и выходит Юля вот так вверх. Ее энергосфера вот так вытянута очень сильно, сияет. И хвост такой, не зря это идет хвост, оно там как будто кто-то зацепил и в секторе интерферентов прибил. Не округляется энергосфера. Вот, а на голове такая черная, как челма черная. Как будто бы змея, так знаешь, свернулась клубком. Так, хорошо. Считала Виктория ее эфирная ДНК? Сейчас да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она разрешает и показывает мне эту черную книжечку, говорит, контракт на расселение души. Так, давай посмотрим, что это за книжечка. Читай информацию, что это за книжечка. Я вижу, от этой книжки идет в сектор интерферентов подключка и в сектор магии. В секторе магии, сейчас я приказываю проявиться, это тот человек, который вот так крутит ее. То есть... Приказывай этому человеку проявиться согласно его физическим ДНК.
Я вижу, она вот так сделала, как будто бы у нее ручка была в руках. Она положила на стол, так цок, и встала, как будто из-за стола встала. Мгм. Показывает мне руки ее, у нее такие черные вот эти руки, и от них тянется в сектор интерферентов, подключки. М. Так, приказывай отвечать, кто она такая. Она вот так говорит: помощница. Так, чья помощница, приказываю ей отвечать. Она вот так, от нее пошла такая полоса черная в сектор предательства, принесения в жертву и подписания контракта. Вот здесь вправо вверху. Там Мгм. открытый такой портал. И там я вижу какое-то пространство. И Мгм. в этом пространстве вижу, как она берет, ну, вернее, этот дух черный, который в ней живет, берет с Юлии отпечатки. Каждый палец вот так отпечатывает, Мгм. вот, и отдает в сектор интерферента. И как-то из сектора интерферентов переходит такая книжка, вот это на расселение душ. Такая Мгм. толстая, ну, маленькая, вот такая черная. Виктория, а считай, о каких душах идет речь в этой книге? Что это за Ну, души? сейчас нужно посмотреть по очереди. Сейчас я Мгм. вижу, как в этот же момент ам, идет замена вот оно, видишь, идет энергозамена. Потому что я смотрю на Юлю, а перед ней, как бы в ней, Мгм. находится вот этот экран с этой фигурой Духа? этого духа, или считывается Наталья. Мгм. И подключка вот именно в первую чакру, вот в нижние чакры, в сектор интерферентов. Мгм. Так, то это в секторе интерферентом, я ему приказываю проявиться в соответствии его эфирным ДНК. Появился кракен, так и прозвучало, огромный, как спрут, и голова вот такая огромная, как мозг, как будто бы мозг. Извилины, там все такое, такого цвета, как мозг. Мгм. И черные такие лапы. Так, приказывай этому кракену отвечать, кто он такой. Считывается мыслительная матрица дьявола. Мгм. Так, приказываем отвечать, что он делает в пространстве Юлии. Говорит, перекидываю, и идет вот так через из сектора магии, вот как будто бы так хляб таким Мгм. черным, как болото. Так. И сейчас я спрошу, что он перекидывает. Мгм. Вот так я вижу, говорит, души усопших. И я вижу, как душа Наташи находится в секторе интерферентов, она там как лежит. Мгм. И я вот смотрю, а там считывается переселение душ. Мгм. Так, значит, этот дух перекидывает эти души. Так. Души Они усопших. считываются изнеможденные души. Мгм. Ну, потому что вот, ну да, это же все понятно. Эти эзотерики, да, Мгм. они, образно говоря, продали свои души, потому что они могут на уровне физики думать что угодно, но законы Вселенной работают так, как они работают. И
Они изнеможденные, потому что вот я смотрю, эти души, которые там находятся в этом эгрегоре, они вот выглядят как плоские такие, раскатанные буквально, и считывается распечатанные. Раскатанные, распечатанные, вот Мгм. так как листы лежат, а от них со всех точек идут такие ниточки, как паутины черные. Общий котел сознания дьявола. Мгм. Так. И это происходит смешение вот этих энергий, да, с Юлиным, Сейчас я с этим. посмотрю, Мгм. что происходит. Нет, я вижу смешение, это не вот так вот. Я вижу, как отделяется от Наташи такая субстанция, как она такая легкая, то есть какое-то ее, сейчас считаю, эфирное тело, оно вот так идет, как будто бы стоит одним пальчиком на краю пропасти и так плавно падает туда вниз. И замещение. Мгм. А вот эта черная фигура заходит сюда, в нее, и прорастает подключка. То есть у Юлии никаких там рептилий не сидело. Естественно, произошла эта подключка во время этого сеанса эзотерического. Так. И вот эта змея на голове тоже Мгм. уселась. Так, а что это за событие было, Виктория, на физике? Я вижу на физике вот выглядит, что это Наташа, она как будто бы берет своими вот этими черными руками к сияющей энергосфере Юлии, вот так ляп, 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 и вот эти отпечатки ее черные. То есть это считывание ее эфирного ДНК. А на самом деле переброс кармы, Мгм. ну, образно говоря, и переселение душ. Так мне идет. Я это вижу. Так, Виктория, читая информацию, какое решение у Юлии привело к этому событию, что она позволила считывать ее эфирное ДНК? Она берет эту книжечку, этот блокнот. Мгм. Снова цокнула эта ручка, которая... Вижу, они вдвоем пишут этот договор какой-то. Подписали, и у Юлии в пространстве вот здесь появился этот договор на расселение душ. Мгм. То есть Юлина душа пошла туда, вот это, что я видела, это Мгм. такая раскатанная штуковина. А Наташина, вот эти духи перешли к Юле. Вот тебе Мгм. и расселение душ. Свою душу отправила, а духов, Мгм. то есть Святое программы, место пусто не бывает. да. Так, давай, Виктория, посмотрим вот этот договор. Что на физическом плане произошло в этот момент подписания этого договора? Я вижу это считывание ее эфирного ДНК. Вот эта Наташа, она стоит в секторе магии, и вот так прямо такое шипение происходит, и вот эти энергии так пчух-пчух-пчух-пчух-пчух. Мгм. Вот так. Это дух, то есть это из этой оперы «Благими намерениями услана дорога в ад». Вот. Мгм. То есть любое отклонение от истинных конов Вселенной приводит к падению. То, что происходит у Наташи. То есть она Мгм. использует эзотерические методы, а не естественные, психологические. Поэтому вот это все-таки происходит. А так как, да, она слушает своих хозяев, то есть ее программы. Мгм. Но так как у нее нет цели Мгм. освободиться по-настоящему, вот она так Перекидывает. перекидывает, да. Мгм. Давай Она посмотрим в буквально, я этом. слышу, навязывает.
Она буквально привязывает, навязывать это как привязать. Она буквально, я вижу, вот как привязывают ей эти духи, демоны, этот хвост рептильный. Понятно. Давай, Виктория, посмотрим в этом договоре, на что согласилась Юлия. Я слышу компромисс с душой ради обличения зла. О, и я вижу, появляется ее высшее я, лицо. Так. Там еще какой-то, вероятно, есть договор. Я слышу буквально вот так договор от этого, от высшего я Юлии. Это договор вот где-то вот там. Да, Так. хорошо. Этот договор мы вот потом поищем. Да. Давай посмотрим, что вот в этом договоре, когда она разрешила на переселение этих душ, на что она еще там согласилась. Ого. Слышу побывать в шкуре дьявола. Угу. И вижу, она вот так стоит, и вот окна, вот так как будто бы в окна, она как будто стоит перед таким окном. И в окно бросают такие, как камни или что-то. Это как будто камни, завернутые в серую бумагу. А на этой бумаге что-то написано. Угу. То есть вот Да. эта ситуация, она как бы спланирована. Это все спланировано. Понятно. Так. Побывать в шкуре дьявола. Что это обозначает, Виктория, для Юлии? Я вижу вот этот сеанс типа очищения, как Наташа ей вот эти лепит свои отпечатки черные. Угу. И вот это она перекручивается, и ее уже духовный взгляд не на миссию, не на очищение, а на этот хвост. То есть она уже переключила свое внимание, потому что освобождение, нужно понимать, что вещь тонкая, и нужно очень сильно отстаивать свое право быть свободным. Никого нельзя пускать в свое пространство и свои решения. Ясно. Передай. Спроси у Юли, видит ли она, что вот этот договор с этой Натальей к чему привел? Она видит, и у нее она вот своими глазами вот так выталкивает эти энергии черные, которые привязаны к этому хвосту. Вот, и глаза как будто бы вылазят из орбит такие. Оно считывается не глаза, а зрение. Вот так вот. И когда она вот это смотрит, то эти шары превращаются как два солнца, начинают сиять, она поднимается вверх. Поднялась до какого-то уровня и остановилась. У нее вот так подключка к третьей чакре, как будто ее кто-то вот так арканом зацепил в секторе интерферентов. Приказываю в этом в секторе инферентов, кто там зацепил ее, я ему приказываю в соответствии, проявиться в соответствии его эфирным ДНК и назваться, кто он такой. Так. Этот спрут, его кто-то кинул вот так, опрокинул, выбросил этого спрута, и он как жестянка ржавая затарахтел. И появляется сущность вот такого ледяного цвета, то есть это как лед, да, оно так и считывается из-за льда. Это как заморозить. Вот такая сущность, ноги вот так коромыслом, руки точно так же, и как труба, черная подключка между ног. Портал открыт. Так.
приказывает ему сущности отвечать, кто он такой. Называет себя вездесущим. Мгм. Слово какое-то. Вульва. Мгм. Вездесущий. Ага. Вельзевул, наверное. Вельзевул, да. Мгм. Везде. Вельзевул. Дух. Мгм. Считывается дух сопротивления божественным конам. Понятно. Дух Так. системы. Мгм. Давай, Виктория, посмотрим, когда этот дух впервые появился в пространстве Юлии. Что это было за событие? Ну, я снова вижу эту Наташу, которая как бы крутит Юлию. И Юлия как бы ногами стоит и перекручивается, потому что ее внимание обращается на нижние чакры, которые Мгм. же и навязывает это. Так, ясно. Это решение быть обманутой, я вижу, и эта книжечка уменьшается, становится маленькая. Я вижу, как надо идет Юля. смешение Ага. энергий. Вижу Юлию, а слышу Наташа, то есть замещение. Мгм. Так. Как эта программа вместе включается, чтобы получила карму именно Юля, а не Наташа. Мгм. Потому что вот эти энергии, они, то есть часть ее души там, а часть души Наташи тут. И когда Юля расторгает этот контракт, я ей передаю Юлии, чтобы она отменила это решение обращаться к Наташе за этой эзотерической помощью, и пусть отдает Наташе все ее вот эти хвосты, чипы, импланты, программы, которые она ей навешала, и ее же энергии. И я вижу, как эта часть души, которая вот так падала, Юлина, вот так как сквозь какую-то щель черную проникает вверх, и Юля буквально отстегивает эти черные энергии, как пояс такой, знаешь, утягивающий. Мгм. О, зачем эти барышни носили эти талии, корсеты? Это да. Вот. Родовые проклятия. Она это все Мгм. и поднимается вверх. Я вижу, как эта книжка рассыпается. Эти листочки вот так, как прах. Мгм. Как будто они перегорели и ничего не Сжёная весят. бумага, да? Мгм. Сожженная бумага, да. И Мгм. Юля снимает из себя вот эти чужеродные энергии, как колготки. И я ей передаю, чтобы она отменила ее решение принимать ее пространство, чужеродные импланты, чипы. Но я вижу, что у нее ничего не было после сеанса. Это слышу наговор от Наташи идет. Я приказываю Наташе убирать все ее воздействия, все ее чипы, импланты и убираться. И передаю Юле, чтобы она тоже очищала все ее пространство. Мгм. Все У- чужеродно пусть, да, на аннигиляцию сжигает и наполняется энергией жизни. У Юли произошел буквально как такой атомный взрыв. Так, пух. Мгм. Энергосфера расправилась, стала золотистого цвета, вот так как вспыхнула, и она плавно, ну, начала вот так плавно, как плавает в пространстве. Мгм. Сейчас у нее какая-то палочка есть, сейчас я посмотрю. Как у феи палочка со звездочкой Мгм. стеклянной. Звездочка, она вот так правой рукой вот так как-то держит эту звездочку.
Сейчас я спрашиваю, кому это принадлежит. Угу. А она вот так говорит, что это ее хобби. То есть любимое занятие какое-то. Его так опускает. Угу. И я вижу, что это палочка, и это звездочка. Подключка в сектор интерферентов идет. Угу. Приказываю, кто там в секторе интерферентов, приказываю проявиться согласно эфирным ДНК. Появляется такой, как палочка, это прозрачная, такой же прозрачный кракен. Он вот Угу. так как-то прыгает. Сейчас я посмотрю. А в секторе магии находится какая-то фигура в позе лотоса, то есть какая-то медитация. Угу. Так, что Так. это за фигура? Приказываю ему проявиться в соответствии его физической ДНК. Сидит в позе лотоса. Угу. Да. Этой фигуре приказываю я проявиться в соответствии его физической ДНК. Это Юля. Сама у Мгм. себя сидит. И я Так. слышу разговор. То есть, она разговор с этими... Сейчас я посмотрю, с кем она разговаривает. Угу. Вижу с левой стороны, как такая черная энергия, как голова кобры, как будто вот так нависает над ней, с книжечкой записывает. А Юлия сидит, Мгм. слышу, общается. И над головой, где 6-я, 7-я чакра, наматывается вот эта челма, как змея, как будто бы укладывается на голову. Угу. И снова слышу разговор. Разговор с демонами, то есть с этими программами. Ясно. Так. Спроси Юлия, зачем она разговаривает с этими демонами? Я слышу умилостивить. Ну, это программа подчинения. Угу. Так, я смотрю, на что это притянулось, вот этот мыслеобразование, мыслеобраз. Ну, Да. вообще способ мышления такой. Я Мгм. вижу в секторе принятия решений, там какая-то ситуация, как будто бы кто-то на кого-то набрасывается, душит за шею, считываются безобразные отношения. То есть абьюзивные отношения. Это программа. Угу. Вот. Так, что это за программа, Виктория, посмотри. Как она считывается, эта программа? Подчинение. Угу. Подчинение – это как жертва подчиняется агрессору. То есть вот в эфирном плане это выглядит так. Она сидит в секторе, она сидит, медитирует Мгм. и отдает силу, а эта змея увеличивается, увеличивается и увеличивается. То есть это Мгм. программа подчинения злу. И я вижу, как вдруг это все пух, вот так упало, как разбилось, исчезло. То есть Юлия должна понять, что все происходит вот так быстро, пух, и все, сомневаться не нужно. И потом своей верой в то, что Вселенная дала этот способ избавиться от интерферентов, он действенный, и сомневаться не нужно. Просто прорабатывать до конца на всех уровнях сознания и физического тела свои решения. То есть не отступать от своих Мгм. решений, быть свободным. Вижу, как это все упало, и Юля этой палочкой с этой звездочкой вот так что-то прочертила и запихивает вот в этот открытый портал. Отлично. Пусть она все чужеродное отправляет туда все в портал, Да. все эти хвосты, подключки,
восстанавливает ее суверенность и запрещает вторгаться в ее пространство. Да, она выходит, вверх выходит, измученная. Я ей передаю, чтобы она вернула все частицы ее души. Я вижу, как в третьей чакре, там как будто такой, как кнопка какая-то. Я ей передаю, чтобы она убрала все программы подчинения, Мгм. вернула. И такое пространство вот по этой третьей чакре как будто вот так отрезало от сектора интерферентов к сектору будущему. Вот это все такое коричнево-красное, ну, что фашизм считывается, то есть уничтожение. Мгм. Вот. А когда она вот убирает эту кнопку, то ее ноги, вот так как рыбий хвост, вытягивается, и вот этот селок на третьей чакре уходит. Я передаю, чтобы Юля уничтожила все эти чужеродные энергии, программы, снимает вот наконец-то из головы эту штуку. Мгм. Считывается эзотерический блеф. Мгм. Так, хорошо. Вот. И вытягивает из седьмой чакры вот этот черный канал, выбросила полностью. Я ей передаю, чтобы она сожгла и на всех уровнях сознания и подсознания, чтобы она стерла со всех информационных полей, снова рвет этот контракт, контракт о смешении чужих энергий с ее божественной душой. Пусть это все Откажется от этих откажется, и контрактов. я вижу какая-то ситуация, она как будто спит или лежит в кровати, и вот это подходит так, силуэт, как будто кобра, огромная голова. И вот так, как будто, чтобы ее стащить покрывало, но она вот это отказывается, все убирает, и эта кобра сразу начинает уменьшаться. И я передаю, чтобы Юлия в каждом из тех моментов, когда эти энергии чужеродные вторгались в ее пространство, чтобы она отменила ее решение принимать. Пусть она отказывается от любого насилия. Мгм. Ну, пусть она зайдет в каждый этот момент, когда она прогибалась под насилием и Сейчас отторгает. я вижу, что происходит. Она вот так вышла как в сторону миссии, и вот так хляп, Мгм. я слышу в междумирье. Она как будто бы вот хотела зайти в светлое пространство, но как прилипла, и ее сразу вот так со спины потащило вниз. Мгм. Там в секторе очень низко. Прям не хочется туда идти. Такой шлейф тянется, и там, я считываю, кто-то сидит, как будто бы пожирает. Вот. И я передаю Юлии, что это ее пространство, и пусть она избавится от этих имплантов, от этой энергетической зависимости. Мгм. И вот теперь она берет эту Наташу, которая там постоянно сидит, и в тот портал отправляет. А у Хорошо. нее какая-то любовь. То есть эта программа как синдром считывается. Она берет просто вот эта программа и эту Наташу вот так вот целует. Я М. слышу синдром. Стокгольмский синдром. То есть страх перед этими программами, перед дьяволом, Мгм. то есть срабатывает так, как бы встать на сторону врага, типа, ну, он же своих не обидит, может, Мгм. мне повезет, может, я выживу. Виктория, давай посмотрим, когда эта программа, вот этот синдром, да, когда она появилась впервые в ее Я вижу пространстве. кулак такой, как будто бы вот такой кулак ударил.
Так. Удар кулаком, Так, чей как в этот лицо. кулак? Он Приказывай тянется правительству. вот в сектор интерферентов. Черный кулак– это дух. Мгм. Дух безбрежия, дух жертвы. Ну, программа жертвы, скажем так, подчинение агрессору, навязывание. Вот она это осознает, и я вижу, как это Тёмка. То есть как будто вот такие губы нарисованные и вырезанные уходят. Я передаю Наташе, что антимир не пощадит, что ей нечего пристраиваться и подстраиваться под антимир. Мгм. Здесь только две опции. Или идти и выжить, и быть живым, и просвещенным, и чистым, Мгм. и светлым. Или я ей показываю эти две опции, эти два Мгм. варианта, третьего нет. И в этот момент я вижу, как с ее пространства буквально, знаешь, это Мгм. статуя «Писающий мальчик». Мгм. Вот эта энергия у нее с нижних чакр, вот так, как у этого мальчика, с фонтанчика с этого, Выходит. просто выходит таким ручейком. И в этот момент я вижу, как с этого нижнего портала ее вот этот отпечаток возвращается, и она его очищает, буквально берет и очищает от эфирного мусора, чужеродных программ, Мгм. и проникает сейчас она в светлое пространство с этого междумирья. Я передаю Юлии, что ей делать нечего, что рациональная часть хочет полностью выйти. И в этот момент появляется ее высшее я, и как будто бы вот так пот со лба Мгм. стирает. Так. Ну, наконец-то. Вот тебе и ангел-хранитель. То есть высшее я каждого человека– это и есть тот ангел-хранитель, который стоит на страже души, но все равно Мгм. решает все рациональная часть, сознательный. Так, какой-то был у высшего договор какой-то связан с высшим я. Да, Что это за договор? Давай посмотрим. сейчас я вижу, как она вот так, как руку, ее высшее я, как руку протягивает, там как один огромный шар и другой, как две вселенные. Протягивает руку и с этого черного шара вот так, как какую-то емкость, кружку переворачивает, и оттуда высыпаются черные, как камни, падают, а сияющие частицы вот так летят и соединяются. А М. а я спрашиваю, что это, и я вижу, что это идет как будто бы вот, емкость, котелок. Мы почему говорим на мозг котелок? Потому что здесь это все Мгм. варится, Мгм. переваривается. И вижу, как это мозговая деятельность. Ам, Мгм. И в этот момент, то есть все встает на круги своя, я слышу, и вижу, как ее энергосфера разворачивается, была ж перекручена, Да. а сейчас разворачивается и стала, считывается духовной плотью. Мгм. Вернулась в сферу духа. Сейчас я посмотрю, что это. Мгм. Духовная явь, духовная плоть. Так. Ой. И идет вот это междумирье, междуречье. А она показывает, как два мира, как две вселенные.
И между этими мирами, вот как этот Черномор, ноги коромыслом и руки вот так вот. И вот так вот прыгать с одного на другое. И вижу, как в этом междумире, междуречие, что там междуречие? Между речами, не речками, а речами. Ага. И она вот Мгм. так вот то в эту вселенную войдет, то в ту. Я передаю Юлии, что ее рациональная часть, буквально даю аспекты, хочет облачиться в сияющие чистые одежды божественного разума, чистоты, гармонии, просветления, истинного просветления, а не эзотерического. И Мгм. хочет выйти с этого междуречия, междумирья, чтобы оставаться всегда в сияющих пространствах. И я вижу, как она вот эту одежду, то есть вот эта одежда у нее, как будто бы она была в одежде, в такой, как какие-то лохмотья, как такая Мгм. драная юбка, такая кофта с какими-то этими. И вот она стоит как бы на распутье. Одна нога и рука, вот правая сторона в темном пространстве, а левая вот так как в светлом. И она то туда, то сюда. Это все свисает по ногам, вот так эти лохмотья. И она это сняла, и как будто что-то она как стирает. Мгм. Вот так как камнем каким-то это все сдирает с этой одежды, вот эти лохмотья, и достает, выходит сияющая, снова слышу, плоть. Мгм. Хорошо. Пусть Очень она... интересно. Сейчас я Да. посмотрю, Мгм. что это. Мгм. А это я слышу развлечение добра и зла. И буквально вижу ее тело, голенькое тело. Мгм. И я ей передаю, чтобы она все вот так идет, обсервировала, то есть все обследовала и вернула себе чистейшие божественные иконы в свое физическое тело, в свои. э, Я вижу, как Так. превращается вот в такое сплошное сияние, поднимается вверх, Хорошо. а вот это тело, как образ такого, как будто оно, знаешь, неестественное, резиновое, как будто. М, Мгм. Она его отправляет в портал. Хорошо. Так, пусть Юлия проявляет ее все высшие качества, гармонии, жизни. Так, она, вижу, снова правая рука, как застряла в этом черном пространстве. Мгм. Так, какой-то договор с Так. Люцифером. Рука вот так застряла, вся черная, Мгм. и прямо идет вниз портал. Так, что это было за событие, когда она подписала этот договор? Я слышу о расселении душ. Мгм. Так. А что это было на физике? Или когда это Я было? вижу такое черное пространство, как будто черная вселенная. И вот так идет, как топором. Пух, пух. И как пирог разделилась на 4, ну, такой крест посередине получился, где разрублено. Мгм. И 4 такие куска, Мгм. как пирог черное. Оно черное пространство, и такие там, как звезды светятся. Мгм. Так. Эти... Считывается вот это 4 рукава. галактики.
материальной вселенной. Мгм. Так. Как связана Юлия с этим разрубанием? Я вижу, она снимает из головы такую красивую корону, большая-большая корона такая вот, и вся усеяна такими большими камнями. Так, она снимает Мгм. и как бы передает куда-то Так. в сектор интерферентов, вот так, через этот пирог. Так, а что же это за пирог такой? Я вижу, считывается, я вот в тот верхний правый Мгм. зашла, и я смотрю, там первобытное общество. Там люди сидят, и вот так огонь добывает один человек. В пещере они живут. Мгм. Так. Другой какой-нибудь кусок. Так, а я так вот так приоткрыла, как будто бы в шалаш. И захожу, смотрю, а там как-то идет в этом, то есть эти вот так как бы в горе живут. Мгм. А у этих, то есть я ничего там не вижу, просто идет открытый портал. Вот этот пирог. Ну, как я вижу, этот. Просто Мгм. открытый портал в сектор интерферентов, черный такой. Считывается демоническая раса. Мгм. Так. Так, а дальше идет Мгм. Следующий кусок. следующий вот этот. Сейчас я смотрю, как будто сверху, как будто потолок прозрачный. Мгм. Какая-то развитая цивилизация. Вижу, там идет как веселье какое-то, как танцы в каком-то большом, как в храме. Мгм. Все сияет там. И от этого куска идет подключка в сектор магии. Мгм. Так, еще один остался кусок. Мгм. А в этом я слышу цветные революции. И вижу, что там такое пространство, как будто бы какая-то тюрьма Мгм. полностью забита людьми. И такие руки с такими кулаками, и все кричат. Тоже сектор интерферентов связано с этим. Мгм. И вот это считывается распределение ролей. Я слышу. Распределение ролей. Вот это снова вот так как бы помешать, смешать, как в голове вот этот был Казанов. Мгм. Так Мгм. вот это все смешать. Слышу распределение ролей. А, Так. А кто это распределяет роли? Я вижу, что появляется вот там, в правом верхнем углу, такие сияющие фигуры, и они как будто бы рассчитываются. Как первый, второй, я, ты, говорят. Мгм. Вот показывает пальцем на себя, и когда они показывают, то вот рука становится черная. Они Мгм. распределяют роли между собой. Буквально Юлия, вот это ее высшее я, показывает буквально вот так окунуться головой в это черное пространство. Я говорю, с кем она подписывала контракт. Мгм. Потому что они должны, я вижу,
Сейчас я посмотрю, когда они распределили роли, пошли, то они попали в такой механизм-распределитель. Там такой механизм, и они его так, знаешь, как это лотерея, и этот шарик то туда, то сюда идет, так как там эти шестеренки повернутся. Вот в такое пространство попала Юлия, когда пошла на воплощение. Я вижу, что именно она вот там, где мне первый раз показалось, в первобытное общество она зашла и стала... Вот этот мужчина, он вот так добывал Вперед огонь. палочку. А она, я вижу, стоит и рисует в пещере. Так. Что-то рисует. Она рисует крест, звезды. И Так. Чем она там занимается? она вот так я слышу, запечатлевает. И как-то падает, оно все стеклянным становится, вот эта гора, и она и падает туда, прямо тарахтит в этой конструкции. Так, я говорю, сейчас посмотрю, с кем она договор заключила. Да, когда она решила воплощаться, попала в то пространство, с кем она подписала договор. Давай посмотрим. Я вижу, что она упала до самого дна куда-то и встала и так осматривается. А ее начинают вот так давить энергии со всех сторон. И получается, что ноги выдавливаются в такую веревочку, а руки, вот так верхняя часть, вот так, ну, как бы выдавлена, как из тюбика. Подписывает контракт. Я слышу с Люцифером. Так. Так. Что, пусть она покажет этот контракт, на что она согласилась. Сейчас я смотрю, с кем она подписывает контракт. Я вижу, что огромный спрут живой, с такими лапами стеклянными, как будто такой цвет, на голове у кого-то. Так, у кого на голове, этому я приказываю проявиться в соответствии его физической ДНК на тот момент подписания контракта. Считывается как падший. У него много крыльев. Как Серафим. Да. Сера. И он крыльями вот так скрывает свой черный пиндер. Подключка идет и тянет его вниз. Там такое, как шар какой-то черный. Это пространство. А оттуда идут такие угрожающие звуки. И вырываются такие, как черные сполохи. Так. Считывается труба измерений. Труба измерений. Вот почему говорят, ну, кому-то там труба, типа конец. Труба измерений. То есть вот этот пиндер, который, это подключка к этому черному шару. Я слышу внутрь, я не хочу опускаться, но я слышу топка и вижу там огонь. Топка. Какое адское пространство? Ну, это не прямо адское, это прямо как уничтожение, как топка, как в топке все горит,
и Понятно. уничтожается. Аннигиляция. Там уже все уничтожается. А этот ад, так называемый, это верхнее пространство, которые еще не упали на аннигиляцию, но то есть это путь уже к аннигиляции, к Мгм. полному распаду души. Ясно. Хорошо, Виктория, поднимайся выше. Да. Я Давай снова посмотрим. вижу на эту, да, Юля, ее лицо. Мгм. Стоит в этой пещере и чертит. Она чертит вот этот перекресток и показывает именно на этот правый Сектор. угол, на этот Мгм. сектор. Ну, вот этот. У меня это как она, ну, я слышу правый, вот здесь. Мгм. Это как ментально соответствует сектор принятия решений. И Мгм. она вот так как будто бы туда проникает, она там чернеет, а она говорит, мой контракт с Люцифером. И я вижу, что там в этом черном шаре, вот я увидела, как частица ее эфирная ДНК. Оно вот так выглядит, как будто такой же, как я видела в начале, распластанная такая ее эфирная ДНК, скажем так, или зеркало души, да, оно Да. зависло вот так, а там как вулкан идет, такое булькает эта лава красная, Мгм. оранжевая, и это все черное там и красное. А она висит вот так над этим. Мгм. И я вижу, что зачем она там висит. Вижу, что вот эти пары поднимаются с этого котла. Он так идет, как котел. Мгм. И поднимается вверх и захватывает частицы ее души и уже поднимается вверх. То есть ее божественная энергия служит проникновению этих энергий черных духов в более высокие пространства и Мгм. доходит до ее первого воплощения. Интересно, да. А Так. потом от нее вот так я вижу еще еще в одном измерении и еще одно такое зеркало, и вот эти уже выходят в нашем пространстве физическом, вот такие как, и поворачиваются и выходят в сектор магии. А от сектора магии снова туда вниз. Получилось такое замкнутое кольцо. Мгм. Так, какая-то роль у нее, как транспортировка этих. Нет, нет. У нее роль, у нее топор в руке. Вот ее высшее я Мгм. вот так крутанула такой топор. Так. Давай посмотрим контракт с этим Люцифером. Да, вот я вижу, когда она упала Мгм. и подписывает этот контракт, ее там как будто бы раздавило, да? Мгм. Сейчас. Я вижу, что со стороны антимира идет подвох. Вот так вот. Подморгнула это. а, э, И образовался сектор магии моментально. Так, а кто это подморгнул? Вижу, что это в пространстве, это энергия спрута этого черного. Мгм. Вижу на голове он, то есть это мыслительные процессы дьявола. Ага. А она, Так. я слышу, подчиниться, то есть у нее как бы выхода не было. А, Интересно, а чё она туда пошла? Они, сейчас я вижу, они распределили роли, пошли, а какой контракт?
Я вижу, перед ней образуется как огромный экран Мгм. и такая, как шкала, такие звездочки, и она вот так идет и как бы выбирает, и последнее там, оно все как-то почернело, и она вот так вот сделала. Так, выбрала роль. Да, Мгм. и снова я слышу распределить души. Какие души? Ну, он показывает на нее. Вот Мгм. так. Так, а спроси у Юли, с какой целью она выбирает эту роль? Я вижу, как она достает такое полотно, все исписанное, и с этого черного котла, с этого пространства. Мгм. И вот эти черные надписи, они отслаиваются от этого белого полотна, Мгм. и она вот так разворачивает, и это белое уже очищенное полотно, как флаг такой на таком древке, да? Вот так. Да. Это письмо, это раньше писали так. Вот эта палочка такая, на которой Ага. скручивали. Вот оно что. И она вот так подтягивает туда, и оно уходит в сектор первоисточника. И я вижу, как эти все боги, которые стоят как будто бы на краю, которые сказали, ну, распределили свои роли, Мгм. у них у всех вот сердечная чакра почернела и голова. И когда вот это полотно уходит уже без этих черных надписей, то это все черное с голов у них падает и из душ падает. То есть я вижу, что это там какое-то количество. Мгм. Этих душ. Да, Так, а считай, Виктория, что это за полотно? так. Я слышу книга жизни. Мгм. Так, а от чего очищается эта книга жизни? Я слышу от Молоха. Так, а кто такой Молох? А я слышу президент Федерации демонов. Так, Федерация демонов. И я вот смотрю и вижу, что это один из богов. Внутри он такой еще светится, а Мгм. сверху как панцирь такой, как будто голова быка, и спереди такой панцирь коричнево-красный. Мгм. Считывается цивилизация упырей. Молох – это бог войны Мгм. и людоедения. Я вижу, как детей. Мгм. Он ест маленьких детей. Ясно. Так, хорошо. Есть ли у Юлии контракт о распределении этой роли? Спроси у нее. Да, есть. Она показывает, как она вот как сеточка, как зеркальце вот висит над этой преисподней. Мгм. И она Так. как будто там Мгм. роса, там такие капельки. Считываются совмещенные души. По ее контракту я вижу, многие боги получили те же самые импланты. Мгм. Как совмещение. То есть этот Да, контракт да, какой-то общий? совместный. Мгм. Ну, вероятно, да.
Да, хорошо. Давай посмотрим условия этого контракта, на что соглашались эти боги. Я слышу пройти путь с самого низа. Мгм. И это имеет отношение вот как родиться в каком-то первобытном обществе. Мгм. Ага. И много этих богов согласились пройти этот путь. Да. Мгм. Ну, я много не вижу, я вижу несколько, но они есть. Вот, может, Мгм. 5 или Есть, 6. есть среди них кого мы знаем. Да, Юля есть. Мгм. Она как-то считывается как предшественник. Мгм. Одна из Она первых. чему-то предшествует. Да, да. Мгм. Так, ну ладно. Так, в контракте, значит, пройти этот путь с самого низа. Да. Так, а зачем? Спросил у нее. Она показывает ее высшее я. Очень огромное, и как будто это вселенная, на которую вот так, как пауки, напрыгнули эти такие демоны с хвостами. Хвосты тянутся вот туда вниз, как Мгм. пожиратели. Так. Сейчас я посмотрю на уровне сознания ее личности, вот в физическом плане. Она показывает этот хвост. И вот так говорит, я слышу, эгрегоры, поедающие сознание. Мгм. Это пауки Вот. вот эти, да? Ну да, это Грубо образ говоря, такой да? пауки. А на Мгм. самом деле, да, это духи, программы, поедающие сознание. А сознание – это и есть жизнь. То есть физическое тело – это только на физическом плане. Мгм. Оно как Так. показывает физическим глазам, что есть физическое тело, но эфирное тело, оно связано с физическим телом и очень многомерно. Мгм. Понятно. Так, и что позволит этот процесс, путь самого низа? Он позволит избавиться от этого поедания, этих эгрегоров? У нее снова появился как топор. И она Мгм. им так крутит. И показывает, как она этим топориком вот так чух-чух-чух-чух-чух счищает так же, как она вот что-то вот так, как стирала с этого тела. Понятно. Так. Паразитические структуры. Мгм. Паразитические структуры. Ну, так как мы работаем с сознанием, а не с телом, то оно так и идет, сознание. Мгм. Эволюция души. Набраться этого опыта. Да, и потом я вижу, как и слышу уничтожение эгрегоров. И так вот эта вся энергия вот с этих всех ее воплощений, как она вот так рисовала эту Мгм. парадигму, то оно вот так раз шух, и возвращается. К ней возвращается. Я смотрю, и возвращается к этим другим богам, которые там стоят. Мгм. А эти боги, они считываются вообще-то как планеты. Боги считываются как планеты. Ага.
Вот они стоят как ангелы, как боги, а когда я присматриваюсь, я вижу такие планеты. А когда я еще больше присматриваюсь, то я вижу вот как вот эту спираль ДНК. Мгм. Интересно. Так, Да. ну, хорошо, Виктория. Давай еще посмотрим на этот контракт о распределении ролей. Какие еще условия в этом контракте? Вот я вижу, она там как прозвучала Афина. Мгм. И вижу, она оборачивается, и ей такие металлические крылья. А, Ага. Вместо живых с камнями. металлические. Мгм. Что? Вместо живых крыльев металлические приделали. Да, искусственный, да, оно так и считывается. Искусственный интеллект, Мгм. порабощение. Да. Вот. И я вижу вот эту ситуацию, когда вот как кобра такая энергия стояла над ней, когда она Мгм. спала. Это вот эти энергии. Снова этот образ, то есть то же самое. Вот. Так. Я Мгм. слышу расщепить сознание. Так, какое И сознание? идет вот Мгм. это как разделить на 4. Мгм. Я слышу расщепить сознание. Так, это значит, у нее И сейчас это... удовлетворить нахальника. Мгм. Кто такой нахальник? Приказываем ему проявиться в его пространстве. Вот этот бык. Малах. Да. Мгм. Он у себя как-то, он какой-то дурак. Он называет себя уже генеральный директор корпорации. Мгм. Понятно. Да, корпорация монстров. Хорошо, Виктория, давай еще посмотрим на этот контракт распределения ролей. Что мы еще Да. должны рассмотреть в нем, посмотри. Ничего не происходит. Мгм. Мгм, значит, все рассмотрели. Хорошо. Спроси у Юли, видит ли она этот контракт, на что она пошла и зачем. Да, она говорит вытащить мой опыт. Мгм. И говорит вытащить мою душу. И показывает, как в этой пропасти над этим красным Так. огнем, Мгм. как сетка, в которой вот эти капельки. Мгм. Так. Да. Спроси у Юли, что она, как она хочет сделать, чтобы освободиться и вновь стать свободной. Я вижу, она вот так делает, своим локтем отталкивает это черное пространство, а другой рукой как вытягивает себя. Мгм. Она себя вытягивает, вот я ее лицо вижу, и этот портал так пух, и Мгм. схлопнулся. Вот, как будто бы этот портал держался на ней, на этом зеркале. Эй. Ага. И это зеркало вот так превращается в нее, и так она стоит на краю и смотрит в этот пропасть, а глазам такие приделаны черные трубы портала. И Мгм. я вижу, как появляется какая-то энергия, как будто бы кто-то от первоисточника, вот руки такие сияющие тянутся куда-то оттуда с какими-то вот такими, как
как ветки режут, такие ножницы. И Мгм. только чах, чах, и поотрезали эти порталы. Хорошо. И в этот момент она вот так снова летит, и такое, знаешь, впечатление, что сейчас снова разобьется. Но М. нет, легко пролетает вверх. Там я вижу, как протягиваются сияющие руки, и буквально держат ее, вот всю переднюю часть, вот так руками, много-много рук ее так держат, а вся спина горит, обжигается. Я ей передаю, чтобы она вернула все ее частицы души, то есть сознание, я так понимаю, не очень еще работает, чтобы она Мгм. вернула все частицы ее души, проявила полную волю к абсолютной свободе. И в этот момент я вижу, как вот этот образ, что она сидит в позе лотоса, разбивается. Мгм. И вот эти все демоны, которые прицепились к спине, вот так, отпадают, как эта вся кожура, и она Хорошо. взлетает, как ангел, вверх. Я ей передаю, чтобы она расторгла все контракты. И от нее идет музыка, как будто она поет. Мгм. Красиво. Мгм. И после этого я вижу, как она берет уже свободно вот так эту книгу жизни, Мгм. и она такой волной идет. Вот. И она так подхватывает ее и радуется. О, говорит, там мое имя. Афина? Сейчас я не слышу Афина. Может, ей что-то на это нужно осторожно с этими Мгм. именами. Почему? Потому что очень Да. много все лжи. Не надо, ну, как бы впадать в такие Мгм. рефлексы какие-то. Да, Виктория, это ты, ну да, о тебе прозвучало это слово, ты его где-то услышала. Оно было, но Мгм. мы не разбирали, зачем Да, оно было. да, я Сейчас я понял. не слышу. Мгм. Я сейчас могу спросить, какое у Спроси. нее имя. Спроси. А она вот так, оно здесь написано, и она говорит дивное. И оно вот так светится, но не говорит. Потому что, знаешь, оно не имеет Да-да-да. значения. Мгм. Потому что каждый, кто выступает за справедливость и законы Вселенной, он не акцентирует внимание на своей персоне, а для него главная цель– это освобождение душ, и он встает, как бы защищает коны первоисточника. Он как бы, ну, как воины, 150 Мгм. тысяч воинов или миллион, да, они все как безликие, потому что главнокомандующий главный. Да. Приблизительно так. Но она снова наклоняется. Эта книга жизни, она вот так сияет, Мгм. а потом опускается, она еще не дописана. И вот это тянется еще, а другой конец там, в этом темном пространстве. Мгм. Понятно. Потому что она там еще пишется. То есть, Мгм. Процесс еще да, освобождения идет. Понятно. потому что я же говорю, я это вижу, я чувствую, что произойдет какой-то момент, когда это не по нашей воле остановится или прекратится, а по воле первоисточника. Просто я это чувствую, я это вижу, так стоп. И это как, знаешь, бегут, там много бегунов, Мгм. а побеждает тот, кто добежал до конца, а не тот, где кто-то там развернулся и пошел домой. Мгм. Марафонцы. Да. Мгм. Хорошо. Посмотри, Виктория полностью расторгла контракт этот на распределение ролей, Юлия. Она говорит, я потом приду. Мгм. А что это значит, потом приду?
Она вот так показывает, говорит, мой мозг шевелится. Мгм. Понятно. Какой-то процесс должен пройти. Хорошо. Так. Так, ну хорошо. Хотела Юлия посмотреть, в каком пространстве ее отец находится, Станислав. Давай посмотрим, Виктория. Отец Станислав, в каком пространстве он находится? Сейчас, одну минуточку, потому что тут котик появился. Ага, котик, да. Я вижу, как он был в секторе магии, его эта магия и захватила. Угу. А сейчас он такой сияющий, как будто прыгнул на нее. Ну, пришел к ней. Хорошо. Я ей передаю, что, ну, конечно, он этих демонов испугался, не хотел возвращаться. Угу. Чтобы она передала, позвала своего котика и Угу. чтобы он Наполнила пришел. энергией. Да. Угу. Угу. Хорошо. Так, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Да. Давай посмотрим, в каком пространстве находится отец Станислав, умерший. Посчитать? Нет, я вижу, что какая-то привязка к ноге у Юли? Юли есть, а он там где-то как будто бы на качели качается с одной стороны в другую. Вот так. Угу. Так, пусть Юля передаст ему информацию о ее освобождении. Да, я ей говорю, чтобы она передала ему информацию об освобождении и убрала все привязки. Угу. То есть через нее передадим информацию, алгоритм освобождения для умерших. Если Станислав хочет, пусть он пользуется и очищается. Да, он читает эту книгу, которую она ему дала. Угу. Если он хочет, он может отправиться в хорошее пространство, где отдыхают души. Я передала ему информацию. Я вижу, что у них какая-то связь была с Юлей. У нее и у него такая общая зеленая энергия была на правой ноге, как будто завязана. И Юля сняла, и он снял. И какие-то энергии вот так. У Юли как будто бы она разрублена была. Вот так вышло эти зеленые какие-то энергии. Угу. То есть чужеродная Я Юля ей передаю, отправляет. чтобы она очистила все ее энергетические центры от присутствия любых чужеродных энергий, низковибрационных энергий, от любых привязок, чипов, имплантов, чтобы она освобождала ее пространство полностью от всего, что не принадлежит ей, и чтобы восстановила свою целостность, призвала все частицы своей души со всех пространств, очистила их. Так. И звучит вот так, и восстановила коны Вселенной в ее личном пространстве и в общем. Так, хорошо. Также Юлия хотела передать информацию бабушке Матрёне о ее освобождении. Пусть она передаст информацию. Она передает. Бабушка Матрёна почему-то по отношению к Юле находится в секторе магии. Я тоже передаю Юлии, чтобы она передала бабушке, пусть она освобождается от всех неправильных решений в ее жизни, и она имеет полное право
пойти в те пространства, в которые она хочет. И чтобы М. Юля убирала все подключки, привязки к Мгм. бабушке. Бабушки. Мгм. Пусть она это и сделает, передаст алгоритм освобождения. Мгм. Мгм. То есть бабушка, если хочет, заходит в пространство, где отдыхает душа, и закрывает порталы. Мгм. Хорошо. Так. Отсоединись, Виктория, от этой ситуации. Да. Юлия хотела отменить все отношения с Константином и очистить ее от этих связей негативных, если они есть. Пусть она это сделает. Я вижу, что это также было связано с этим корсетом. Угу. Так, Она вот хорошо. выбрасывает, Да. я ей передаю, да. Она все Мгм. это делает. Так. Вышла с этих отношений, я ей передаю, чтобы она стерла со всех информационных полей все эти негативные взаимодействия Мгм. и отказывалась от тех решений, которые ранее были приняты, взаимодействовать с антимиром и с этими негативными программами. Мгм. Чтобы она очистила, вот подключка уходит. Там с Денисом она хотела очистить отношения, отменить взаимоотношения с Денисом. Пусть она тоже очистит эти. Да, я ей передаю, чтобы она избавилась от чужеродных, от всех контактов и от всех взаимодействий со всеми людьми в ее пространстве, освободила ее энергию от всех взаимодействий. Мгм. Её душу. Привязок. Мгм. Пусть она очищается, поднимается вверх, все чужеродное отправляет на аннигиляцию и призывает все оставшиеся частички ее души, энергии, потенциал, пусть возвращает, очищает, уничтожает все оставшиеся отпечатки, которые есть ее отпечатки в антимире, закрывает все порталы, запрещает вторгаться в ее пространство, восстанавливает суверенность и наполняется энергией жизни и гармонии. Я вижу, как она захлопнула дверь, Мгм. находится в светлом пространстве, отстегивает из своих чакр подключки, и это все пространство уходит. Мгм. Хорошо. Тогда посмотри на Юлию, как она сейчас выглядит. Выглядит больше как ангел, похоже. Мгм. Хорошо. Энергосфера правильной формы сияет золотистым таким цветом. Мгм. Отлично. Хорошо. Спроси у Юли, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да. Мгм. Хорошо, тогда прощаемся с Юлей. Мгм. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Да. Проверяй твое личное пространство. Все чисто. Мгм. Наполняйся энергией жизни, гармонии, процветания. Мгм. Поднимайся, Виктория, максимально вверх. Да. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Юля, включайте микрофон. Вот такая вот история. Угу. Все получилось. Хорошо. Так вот, кто главнее? Юля, вы или Наташа? Понятно, я все поняла. Это Ну, хорошо. Я понял, я так и думала. Я так и думала про Наташу, просто хотела подтвердить. Вот специально написала в аспектах Наташа, чтобы, было подтверждение моей, я чувствовала в ней это вторжение. Вот.
Не сомневайтесь в себе. Не сомневайтесь. Ну да. И она все время Ну. спрашивает: Юля, спроси там про меня на сеансе, спроси про меня. Вот ей интересно вот. Ну вот я ей скажу, вот я и спросила, видишь, как Да. ты выглядишь на сеансе. Ну, знаете, Лучше не говорить, да, об этом человеку, а что который не спит. говорить? Говорить, да? Показать. А Мгм. что Да. спит? Пусть Ну, знает. да, имею в виду, не осознает, что делает. Мгм. Так они осознают. Ну, потому что, смотрите, дело освобождения – это лично ваше дело. И впускать кого-то еще в ваши отношения – это ваши личные отношения, скажем так, со Вселенной, с Богом, с Творцом. И вы пускаете в эти отношения еще кого-то. А посредников между человеком и Богом, между Творцом нет. То есть это вы сами когда-то. Все наши сеансы об этом прям кричат. Это каждый из нас сделал какой-то свой выбор. Там за все наши воплощения мы каждую секунду делаем выбор. Мы каждый день что-то выбираем. Мы выбираем это скушать или не скушать, туда пойти или не пойти. То есть маленькие и большие решения мы делаем каждый день. Точно так же будьте... И кто, кроме нас, может это все отменить? Если я когда-то решила выпить кофе, значит, сегодня я могу отменить это решение. И как оно отменяется? Я могу зайти в какой-то момент, я прямо уже увидела, когда я начала это кофе пить, да, и отменить. А могу сказать себе, да, мне не нужно кофе, я его пить больше не буду. И оно все тоже развалится, мои эти все предыдущие решения. То есть новые осознанные решения выталкивают какие-то привычки, какие-то вот прошлые решения. Ну и тут насчет медитации нужно очень осторожным быть. Приходите, скоро запускается школа, пришлю вам приглашение, где мы будем репетировать, учиться правильных медитаций. Потому что медитация тоже бывают разные, бывают, скажем так, адекватные. Это те, которые не нарушают конов Вселенной, конов нашей души, и неадекватные. То есть те, которые только на словах хорошие, а на самом деле вредят. Потому что, все эзотерики или абсолютно даже ведьмы все, они же никто не говорит, вот я сейчас наведу порчу, сейчас что-то сделаю. Они же такого не говорят. Они же говорят как? О просветлении, о возвышении, об очищении. То есть их слова говорят одно, а дела говорят противоположное. Это, Поняла. знаете, как пойдем войной на народ, чтобы его освободить, при этом его убьем. Мгм. Ну, это то же самое. Освобождает. Вопрос от чего? От жизни освобождает. От жизни. Точно такая же и помощь от эзотерики. Мгм. Там грань очень тонкая, потому что нет такого разграничения, вот это то. Человек должен научиться чувствовать сам и отстаивать свои интересы. Никого не пускать в свое личное очищение. Это ваши отношения с Творцом. Насчет Мгм. молитвы то же самое. Молиться, что такое молитва в переводе означает разговор с Богом, с Творцом, с Вселенной, то есть с душой. То есть мы имеем право, чтобы не нарушить коны и не попасть в эту мясорубку, которая ведет к уничтожению. Мы можем общаться с собой, с первоисточником, that's it. И больше ни с кем. Все. То есть в медитации там тоже мы будем все это рассматривать. То есть будем все это практиковать, закоренять, потому что я уже
вижу, что нужно это доводить до логического завершения. Не просто дать информацию, а научиться. А если это делать 30-40 дней подряд и каждый день, и в группах, где мы будем тренироваться, потому что это чистая психология. То есть это упражнение, это то, ну тогда это заходит в новую привычку, и тогда я это знаю по себе, потому что я очень много прохожу школ разных, ну не разных, по психологии. Это тренинги, и это всегда дает очень хороший старт. Поэтому, если будут вопросы, лучше пишите, вот, Хорошо. обсуждать, потому что вот эти эксперименты, да, это очень хорошо с одной стороны, да, что вы проэкспериментировали с этой Наташей, но с другой стороны, да, вы получили опыт, Главное вы сделать нам подарили правильные выводы. прекрасный сеанс, прекраснейший сеанс, потому что очень Да. интересно было, и мне очень интересно было. Ваше подсознание хорошо работало, то есть умница. Что скажешь? Сказать нечего. Умница. Я просила, Юля, там, давай, работай. Я все время была на связи с ней, да. Да. Огромная благодарность за вашу работу. Я думаю, каждый сеанс — это освобождение мироздания в целом. Мы очень глобально, ну, работаем над освобождением. Конечно, конечно, потому что все души разделяются на те, которые божественные, чистые и которые попали, ну, по каких-то, ну, каждый по своей причине, да, то есть в эту магию. Это все пространство намагичено, то есть вот, и они размагничиваются и возвращаются наверх. А зачем они пришли? Они пришли, чтобы помочь вот этой эволюционным процессам тех душ, которые уже устали, лапки сложили и уже не могут бороться. То есть мы сами поднимаемся, образно говоря, вверх и тянем за собой тех, у кого меньше сил, чем у нас. Поэтому верить в себя нужно. Никакие там экстрасенсы, целители, они есть. Но каким образом они это работают? Это давайте мы вас полечим, но вашу душу занапастим. А принцип какой? Какой толк человеку со всего мира, со всех богатств мира, если он занапастил свою душу? Мгм. Ну, ладненько, Юленька. Можно Отдыхайте, нам... спасибо Да. большое. Благодарю. Традиционный вопрос у меня. Можно ли опубликовать? Конечно, да, Спасибо. конечно. Такую информацию нельзя прятать. Пусть это Это вдохновляет точно. других людей. Пусть люди знают, что происходит в этом мироздании. И пусть приходят тоже на сеансы, пусть вдохновляются, освобождаются, пусть ничего не боятся. Это стоит Отлично. того, чтобы побывать на таких сеансах. Это огромное облегчение. Я чувствую с каждым сеансом, что я превращаюсь в ангела, реально. У меня такие состояния невероятные. Это вообще такая любовь. Вот. Ну, конечно, чувствуется еще, что надо прорабатывать. Я думаю, что я еще приду, конечно. Я так понимаю, что мне еще надо будет поработать. Еще надо будет по принципам. Надейтесь в лучшем случае на себя. Мгм. Я буду Вы сами работать. почувствуете, да? Мгм. То есть когда Да. человек чувствует, у него такое жгучее желание, вот надо, у него складываются уже эти аспекты, он уже понимает, чувствует и знает точно, что ему нужно, над чем поработать еще. Вот. А Мгм. этому процессу пока нет еще и конца, потому что как человечество теряло свое совершенство, вот так нам сейчас нужно и выйти. То есть вернуть не только своему сознанию первозданный вид, но и вернуть нашему телу молодость, гармонию, чтобы мы были молодые, чтобы мы прославляли нашего Творца
и духовно, и физически. Мгм. Ну хорошо, девчата. Спасибо вам за труд, Всего за хороший хорошего. сеанс. Успехов Всего вашему доброго. каналу и вам. Да. Всего хорошего. Пока-пока. Пока. Спасибо. Пока-пока.